1. В романе Вернера фон Брауна «Проект Марс. Техническая история» 1949 года рассказывается, как в ходе колонизации землянами Марса было обнаружено, что на планете уже есть высокоразвитая цивилизация, а лидера марсианского правительства зовут Илон. 2. Змеиный яд, как правило, неэффективен при проглатывании. Чтобы вызвать повреждение в организме, он должен попасть в кровоток. 3. Среди всех изученных приматов люди спят меньше всего, в среднем около 7 часов в сутки. 4. Величина животных, долгое время обитавших на островах, где нет хищников и человеческого воздействия, значительно уменьшается. Это явление называется островной карликовостью и вызывается дефицитом пищи и безопасностью. 5. Во время съемок «Терминатора» Арнольду Шварценеггеру было трудно произнести знаменитую фразу «I'll be back» из-за непривычного для него сокращения «I'll». Актер предложил Джеймсу Кэмерону заменить ее на «I will be back», считая такой вариант более естественным. Кэмерон отказался менять реплику и сказал, что они могут снять столько дублей, сколько потребуется. В итоге Шварценеггер произнес фразу в оригинальном варианте, и «I'll be back» стала одной из самых узнаваемых реплик в истории кино. 6. Самый крупный найденный на Земле метеорит с Марса достигает 25 сантиметров в поперечнике и весит более 14 килограммов. 7. В Швейцарии большинство пожарных – добровольцы, для которых пожарная служба не является основной работой. А в некоторых кантонах при нехватке добровольцев жителей могут обязать служить в пожарной охране. 8. Помимо растения резеда желтая, существует также растение резеда желтенькая. 9. В 1906 году безработный немецкий сапожник Вильгельм Фойкт купил подержанную форму капитана прусской армии и прямо на улице приказал группе настоящих солдат следовать за ним. Никто не потребовал доказательств его звания. Фойкт привел солдат к ратуше Кёпеника возле Берлина, приказал арестовать бургомистра и забрал из городской кассы 3557 марок 45 пфенигов. После этого он оставил солдат охранять здание и скрылся. Самозванца поймали через 10 дней. История получила огромную известность как пример того, насколько сильным в Германской империи было почтение к военной форме и званию. 10. Вид мраморной раки. Прокамбарус виржиналис открыли, случайно обнаружив его представителей на торговых прилавках Германии. На вопрос, откуда они взяли таких раков, торговцы дали, цитата, «совершенно запутанную и ненадежную информацию». 11. Статуя Каапера, древнеегипетского жреца, около 2500 года до нашей эры. Статуя выполнена из дерева, глаза из меди и белого кварца, а роговица из горного хрусталя. 12. На озере Байкал встречаются дзен-камни, стоящие на ледяных ножках-пьедесталах. Ножки образуются, когда большая часть льда стаивает на солнце, а они остаются, так как находятся в тени камня. 13. Редко кто задумывается о том, что слова, например, «face-контроль», явно образованного путем соединения двух английских слов «face» и «control», в самом английском языке нет, оно было создано носителями русского языка. То же самое касается и других слов, притворяющихся англоязычными, но в английском языке либо отсутствующих, либо употребляющихся в совершенно ином значении. Клипмейкер, автостоп, смокинг, стринги и другие. 14. Кораллы – это скелеты коралловых полипов. 15. В 1764 году английский ткач Джеймс Харгривс создал предельную машину Spinning Jenny, которая позволяла одному рабочему одновременно прясть 8 нитей вместо одной. Это резко увеличило производство пряжи и стало одним из важнейших изобретений ранней промышленной революции. Однако новинка вызвала страх у ремесленников, опасавшихся потерять работу.
В 1768 году разгневанная толпа ворвалась в дом Харгривса, уничтожила его машины и вынудила изобретателя бежать из Ланкашира в Ноттингем, где он продолжил производство своих предельных машин. 16. Луна – крупнейший и самый массивный спутник в Солнечной системе по отношению к своей планете. 17. Во время тяжелых родов будущего императора Наполеона II акушер предупредил Наполеона, что, возможно, удастся спасти только мать или только ребенка. Император без колебаний приказал спасать жену, Марию Луизу. В итоге выжили оба, а позже Наполеон признавался, что предпочел бы вовсе не иметь больше детей, чем еще раз увидеть страдания супруги. 18. Бывший президент Туркменистана Сапармурат Ниязов во время своего правления заменил название месяца апреля и туркменского национального хлеба на имя своей матери – Гурбансултан Эджа. 19. В 1926 году богатый юрист Чарльз Венс Миллер завещал большую часть своего состояния женщине из Торонто, которая за следующие 10 лет родит больше всего детей. К моменту окончания конкурса наследство выросло примерно до 568 тысяч канадских долларов. Необычная история вошла в историю под названием «Большая аистиная гонка». Во время Великой депрессии за необычным состязанием следила вся страна. После многолетних судебных разбирательств дело дошло до Верховного суда Канады, который признал условия завещания действительным. В итоге наследство разделили 4 женщины, каждая из которых родила по 9 детей. 20. Аллюлоза, депсикоза – редкий природный сахар, гликемический индекс которого близок к нулю, поэтому он практически не влияет на уровень сахара в крови. При этом по сладости аллюлоза составляет примерно 70% от обычного столового сахара – сахарозы. Приветствую вас на канале «Книги, истории и факты». В этом ролике я расскажу 250 интересных фактов, которые вы узнаете впервые. Прошу поставить большой палец вверх, это очень важно для нас. Вы всегда сможете его убрать, если видео вам не понравится. Продолжим. 21. Решетчатый экран на дверце микроволновки удерживает излучение внутри. 22. После посадки на Венеру в 1982 году станция Венера-14 отстрелила защитную крышку фотокамеры, но та случайно упала именно туда, где механический датчик должен был измерить сопротивление грунта сжатию. В итоге прибор безошибочно исследовал не поверхность Венеры, а пластиковую крышку. Такое совпадение было крайне маловероятным. Аналогичный датчик на станции Венера-13, севший несколькими днями ранее, успешно исследовал настоящий венерианский грунт. Несмотря на этот курьез, Венера-14 передала панорамные снимки поверхности и выполнила большую часть научной программы. 23. Калигула – не имя, а прозвище. Его дали Гаю Юлию Августу Германику, в детстве солдата его отца, когда тот взял его в поход на Германию. Калигула переводится как «маленькие сапоги», что является отсылкой к детской военной форме, которую носил будущий император. 24. В Древнем Египте приобретение гражданами личного богатства было возможно только на государственной службе. 25. Подавляющее большинство женщин предпочитает держать своего ребенка левой рукой на левой стороне тела. 26. Вид спорта, от которого происходит современный биатлон, назывался военный патруль. 27. Не один кроссовок, а одна кроссовка, так как это слово женского рода. Интересная история у слова «ботинки». В XIX веке оно означало преимущественно женскую обувь, а мужской вариант был «бот», боты во множественном числе. В единственном числе слово «ботинка» имело женский род, но постепенно, по мере того, как понятие становилось более универсальным, оно преобразилось в мужской род, как сапог. Возможно, то же самое произойдет и с кроссовками, но пока не произошло. 28.
Вы сейчас видите первое селфи в истории, снятое в 1839 году фотографом и химиком-любителем Робертом Корнелиусом. 29. Корабли-ледоколы не разламывают лед острым носом судна, а заплывают на него и раздавливают своей огромной массой. 30. Саксофон назван в честь его изобретателя Адольфа Сакса. Еще он сконструировал саксгорны. 31. В Японии есть религиозная группа, члены которой верят, что на кресте умер не Иисус, а его младший брат Исукири. Иисус же отправился в Японию, в деревню Синга, где женился и произвел на свет 2 сыновей. Христос якобы дожил до 106 лет и был похоронен в Синга. Его могила, а также могила его брата являются местной достопримечательностью, и тысячи паломников посещают их каждый год. 32. Срок годности, указанный на бутылке с водой, это срок годности бутылки, по истечении которого она может начать испускать вредные вещества в воду. 33. У китов есть рудименты тазовых костей, а в редких случаях они даже рождаются с недоразвитыми задними конечностями. 34. Сигналы бедствия, издаваемые детенышами млекопитающих, поразительно похожи. Например, в эксперименте самки оленей устремлялись на записи криков о помощи морских котиков, собак, кошек и людей. 35. Луна – это первый межпланетный музей. НАСА запретила всем, кто когда-либо будет посещать Луну, прикасаться к американским аппаратам, находящимся там, а также к другим вещам, оставленным после миссии «Аполлон», поскольку они имеют историческую ценность. 36. Кучисабиши – японский термин, описывающий ситуацию, когда ты не голоден, но ешь, потому что твоему рту одиноко. 37. Единственный морской пейзаж Рембрандта Буля на Галилейском море был украден в 1990 году и до сих пор не найден. 38. Идея хэппи-энда в американском кинематографе зародилась в начале XX века, исходя из предположения, что наблюдение за успехами положительных героев помогает зрителю обнаружить собственные скрытые способности. 39. Это первый в истории аэрофотоснимок, сделан с воздушного шара, пролетающего над Бостоном. 1860 год. 40. 2 гамбургера не так вредны, как 1 гамбургер и порция картошки фри. 41. Незаконченная картина «Портрет музыканта». Единственный мужской портрет кисти Леонардо да Винчи. 42. У рыжих людей есть суперспособности. Благодаря уникальным генам у рыжих более высокий болевой порог, есть способность вырабатывать собственный витамин D, и они острее других чувствуют перепады температуры. 43. Отправка текстовых сообщений за рулем увеличивает вероятность аварии в 23 раза. К такому выводу в своем исследовании пришли ученые Вирджинского технологического института транспорта. 44. Харон, спутник Плутона, всего вдвое меньше своей планеты. Некоторые ученые рассматривают их в качестве двойной планетной системы Плутон-Харон, ведь центр масс находится вне Плутона, а вращение объектов взаимно синхронизировано. 45. Подавляющее большинство мужских итальянских имен заканчивается на «о», а женских на «а». 46. В 1998 году Marvel предложила Sony права почти на всех своих персонажей всего за $25 миллионов. Sony отклонила предложение, купив только Человека-паука за $10 миллионов, полагая, что он единственный, кто будет интересен кинозрителям. 47. Арабские цифры в Европе популяризировал Фибоначчи. Он узнал о них, когда изучал математику в Алжире. 48. Это самое детальное изображение атомов, полученное физиками Корнельского университета. 49. Значение температуры, передаваемые синоптиками, соответствует температуре в тени, а не под солнечным светом.
50. В Древнем Риме актеры имели очень низкий социальный статус и считались немногим лучше девушек легкого поведения. 51. Первые американские кинотеатры назывались «никелодеоны». От сочетания слова «никель», то есть монетка в 5 центов, именно столько стоил билет, с названием роскошного французского театра «Одеон». 52. Джон Рональд Руэлл Толкин, автор романа «Властелин колец», стал профессором Оксфордского университета в 30 лет, что сделало его одним из самых молодых профессоров в истории университета, и вскоре заработал репутацию одного из лучших филологов в мире. 53. 242 из известных науке языков вымерли в 20 веке. 54. Несмотря на то, что легенда о существовании вампиров зародилась в стародавние времена, идея о том, что вампиры погибают от солнечного света, возникла только в 1922 году, после выхода фильма «Носферату. Симфония ужаса». 55. Гориллы всегда находятся в состоянии легкого метеоризма. Так как этот вид питается в основном растительной пищей, усваиваемой при помощи кишечных бактерий, гориллам приходится очень много пукать, поскольку бактерии выделяют газ. 56. Арнольд Шварценеггер произносил свою знаменитую фразу «I'll be back» не только в каждом фильме о Терминаторе, но также в 11 других фильмах, включая такие хиты, как «Командос», «Бегущий человек» и «Вспомнить все». 57. Мозг различает не только запахи пищи извне, но и запах того, что мы жуем, и смешивает их между собой в единое вкусообонятельное впечатление. Это называется обратным обонянием. 58. За посещение могилы главного идеолога социализма Карла Маркса придется платить. Вход на кладбище, где похоронен непримиримый борец с капитализмом, стоит $6. 59. С 1513 по 1972 годы Данией правили короли Кристиан, Фредерик Кристиан, Фредерик Кристиан, Фредерик Кристиан, Фредерик Кристиан, Фредерик Кристиан, Фредерик, Кристиан Фредерик, Кристиан Фредерик, Кристиан Фредерик, Кристиан Фредерик. И это закончилось только когда трон заняла королева Маргрета II. 60. У компании Disney есть разрешение на строительство атомной электростанции во Флориде. Уолт Дисней хотел, чтобы его огромный парк Диснейленд был энергетически независимым и получил одобрение властей на строительство станции в 1967 году. 61. Напуганный опоссум падает обездвиженный и начинает вонять тухлятиной. Это непроизвольная реакция, и опоссум не может пошевелиться, пока его мозг не решит, что опасности больше нет. 62. Первое в истории Австралии подразделение полиции было сформировано из преступников, демонстрировавших хорошее поведение в тюрьме. 63. Лед не скользкий, он шершавый, но когда мы ступаем на лед, под подошвой создается тонкий слой воды, на ней мы и поскальзываемся. 64. Любовь к сладкому приводит к преждевременному старению. Сахар усиливает гликацию, процесс повреждения коллагена в коже излишней глюкозой, что вызывает образование морщин. 65. Каждую секунду Солнце теряет почти 6 миллионов тонн массы, но за последние 4,5 миллиарда лет оно потеряло всего 0,5% от первоначальной массы. 66. Гимн Чехословакии после ее распада на Чехию и Словакию также был поделен между этими странами. Первый куплет стал гимном Чехии, второй – гимном Словакии. 67. Жанна Кальман – единственный человек в истории, чей документально подтвержденный возраст на момент смерти превышал 120 лет. В одном из интервью она сказала: «У меня всего одна морщина, и я на ней сижу». 68. Энни Лондондерри – первая женщина, совершившая кругосветное путешествие на велосипеде, научилась ездить на велосипеде,
взяв 2 урока всего за несколько дней до своего путешествия. 69. Зеленые бананы очень полезны. Их употребление снижает уровень сахара в крови, поддерживает здоровье кишечника и препятствует перееданию. 70. Самый контролируемый город в мире – это столица Индии, Дели, в котором установлено около 1800 камер видеонаблюдения на квадратную милю. 71. После изобретения Бенджамином Франклином громоотвода в середине XVIII века на громоотводы возникла мода. Их устанавливали не только на здания, но и на зонтики и даже на дамские шляпы. 72. В 1667 году британцы выменили у нидерландцев остров Рун на остров Манхэттен, после чего переименовали имевшееся на нем поселение Новый Амстердам в Новый Йорк. Так появился Нью-Йорк. 73. Наибольшую часть своей прибыли Макдоналдс зарабатывает на сдаче недвижимости в аренду. 74. На языке маори Франция называется «виви», от французского «уи-уи» – «да-да». 75. Если взять лист с кофейного куста, высушить его, измельчить и заварить, то получится кофейный чай. Такой чай с давних времен пьют жители Индонезии, Эфиопии и Ямайки. 76. При подготовке к ролям в сериале «Во все тяжкие» актеры Брайан Крэнстон и Аарон Пол учились изготавливать одно вещество в лаборатории Управления по борьбе с запрещенными веществами США. 77. Том Круз последовательно развелся с 3 своими женами, когда им исполнилось 33 года, и каждая из них была на 11 лет младше предыдущей. 78. Самая большая административная единица в мире – китайский город Чунцин, в котором проживает 30 миллионов человек. Его территория в 32 раза больше территории Москвы – 80 тысяч квадратных километров. 79. После одомашнивания у собак развились специфические мышцы, которые позволяют собаке приподнимать брови, благодаря чему выражение морды становится более человечным. 80. При крещении Пабло Пикассо получил имя, состоящее из 23 слов. Полностью оно звучит так: Пабло Диего Хосе Франциско де Паула Хуан Непомуцено, Мария де лос Ремедиос Циприано де ла Сантиссима Тринидад, Мартер Патрицио Клито, Руис и Пикассо. 81. Слово «врач» происходит от слова «врати» – «заговаривать», так как в древние времена болезни лечили в основном заговорами. 82. Штурмовщина – практика, получившая распространение в СССР. Она подразумевает авральную работу, начатую в последний момент с целью выполнить план в срок. 83. Учеными было обнаружено, что частота пульса лошади совпадает с пульсом человека, который к ней прикасается. Это открытие позволяет поставить лошадей в один ряд с собаками как эмоционально отзывчивых животных. 84. В 1941-1942 годах в Великой Отечественной войне принимал участие пулеметчик советской армии по имени Семен Константинович Гитлер. Что интересно, этот Гитлер был евреем. 85. В 2006 году самый высокий человек в мире спас 2 дельфинов. Он засунул свои очень длинные руки им в желудки и вытащил пластик, который не удавалось добыть никакими инструментами. 86. Существует дерево, прозванное динамитным. Его плоды похожи на маленькие тыквочки, но когда они созревают, то взрываются с громким хлопком, расшвыривая по округе семена со скоростью около 240 км в час. 87. Когда Пикассо умер в возрасте 91 года, количество его работ превышало 45 тысяч совокупной стоимостью $миллиарды. Так как художник не оставил завещание, 7 его наследников делили доставшееся им имущество 6 лет. 88.
В 8 лет Илон Маск прочитал все книги из домашней библиотеки. В 10 лет прошел полугодовой курс программирования на Basic за 3 дня, а в 12 лет написал компьютерную игру, которую продал за $500. 89. 93% всех людей, когда-либо живших на Земле, мертвы. Около 50% из них умерли от малярии. 90. Японцы называют людей, бредущих по улице, уткнувшись в экран смартфона, арукисумахо. Это слово можно перевести примерно как «телефонный зомби». 91. Модель спидометра, которая по сей день используется в автомобилях, изобрел Никола Тесла в 1916 году. 92. Самый первый известный по имени человек жил в Междуречье чуть больше 5000 лет назад. Его звали Кушим. 93. Статистически младшие братья и сестры имеют более низкий IQ, чем старшие. 94. Полицейский в Сан-Франциско журит мужчину за то, что тот не носит маску во время пандемии гриппа в 1918 году. 95. Комфортный шум, так называется синтезированный фоновый шум в радиосвязи и беспроводной связи для заполнения искусственной тишины. Комфортный шум используется в момент пауз в разговоре, чтобы человек не повесил трубку, думая, что связь прервалась. 96. Сурикаты, несмотря на свою симпатичную внешность, очень кровожадны. 20% случаев гибели сурикатов – убийства их другими сурикатами. Для сравнения, среди млекопитающих в целом всего 0,3% смертей приходится на убийство. 97. Диетическая кола содержит на 30% больше кофеина, чем обычная. 98. Бородовая копейка – жетон, выдававшийся за уплату налога на ношение бороды. Налог был введен Петром I в 1698 году для борьбы с устаревшей, по его мнению, традицией бояр носить большую окладистую бороду. 99. Автора романа «Трое из навигатской школы», на котором основан фильм «Гардемарины. Вперед!» Нину Саратокину, друзья называли «Дюма-мать». 100. Внебрачный сын Льва Толстого и крестьянки Аксиньи Базыкиной Тимофей служил кучером у законных детей писателя. 101. Работающая микроволновая печь может вызывать помехи и снижать уровень сигнала вашего Wi-Fi. 102. Усейн Болт – идеальный бегун. При помощи математического моделирования выяснилось, что показатели Болта во время бега практически полностью совпадают с графиком кривой оптимального темпа бега на 100-метровку в каждый момент времени. 103. На глубине океана в 1 километр солнечный свет перестает проникать сквозь воду. С этого места и ниже океан погружен в кромешную тьму. А давление такое же, какое испытывал бы человек, стоя на поверхности Венеры. 104. В субботу и воскресенье магнитное поле Земли слегка изменяется по сравнению с будними днями. Это происходит потому, что падает интенсивность использования и передача электроэнергии. 105. Самая знаменитая картина в мире – «Мона Лиза» 4 года провисела на стене в спальне Наполеона во дворце Тюильри. 106. Майкл Джордан как-то сказал, что самая большая выгода от его участия в сборной США по баскетболу на Олимпийских играх 1992 года была в том, что он узнал слабые места своих товарищей по команде. Впоследствии он обыграл Баркли, Мэлоуна и Стоктона в 3 финалах НБА. 107. В 1955-1959 годах легендарный автомобиль Volkswagen Beetle выпускался со встроенной в торпедо-кофеваркой фирмы Хертела. 108. В предполетной школе ВВС США разработали программу, помогающую пилотам засыпать за 2 минуты или меньше. После 6 недель тренировок все пилоты засыпали за это время. Им не мешали даже звуки выстрелов и кофе, выпитый перед сном. 109. Джим Керри поставил рекорд в 1994 году.
когда сразу 3 фильма с его участием стали лидерами проката: «Маска», «Эйс Вентура», «Розыск домашних животных» и «Тупой и еще тупее». 110. Согласно исследованиям, собаки нуждаются в хозяевах, а кошки нет. Собака, лишенная хозяина, испытывает хронический стресс, а на кошке это никак не сказывается. 111. Место, где снимали телепузиков, было настолько секретным, что посетителям завязывали глаза, чтобы они не могли найти туда дорогу. 112. Рыбы тоже кашляют. Они делают это для того, чтобы прочистить жабры от попавших туда частиц. 113. При инверсии магнитного поля Земли северный магнитный полюс и южный магнитный полюс меняются местами, а стрелка компаса начинает показывать противоположное направление. В последний раз это произошло, предположительно, около 800 тысяч лет назад. 114. Пик Тор в Канаде имеет самый высокий в мире вертикальный откос – 1,25 километра. 115. Ни один ребенок не рождается с веснушками. Эти пятнышки не могут появиться без воздействия солнечного света. 116. Клиномания – навязчивое стремление к лежанию в постели весь день. 117. Кофеин усиливает действие аспирина и болеутоляющих средств, поэтому часто входит в состав различных обезболивающих лекарств. 118. Изначально лосины были частью мужской парадной одежды и изготавливались из лосиной кожи, отсюда их название. 119. В случае образования двойной радуги оттенки во второй радуге идут в обратном порядке. 120. Люксовые бренды Hermes и Louis Vuitton владеют подавляющим большинством крокодиловых ферм в Австралии. Догадайтесь, зачем им столько крокодилов? 121. Полное название ламы – лама-глама. 122. Чайковский был против звукозаписи себя и своего исполнения. Когда его попросили что-нибудь сыграть или просто сказать для записи, композитор возразил: «Я плохой пианист, и голос у меня скрипучий. Зачем меня увековечивать?» 123. Если сильно уколоть себя карандашом, след в виде точки может остаться на коже навсегда. Частицы графита закрепляются в дерме так же, как чернила для татуировки. 124. Фламинго настолько хороши в балансировании, что даже умершего фламинго можно поставить на одну ногу, и он будет стоять абсолютно вертикально. Ученые объяснили, что причина устойчивости – устройство тела фламинго, а участие мускулатуры птицы для балансирования не требуется. 125. Исследования показали, что когда люди ощущают запах кофе, они лучше справляются с решением аналитических задач. Аромат кофе не содержит кофеина, так что, по всей видимости, в этом случае действует эффект плацебо. 126. Германия полностью выплатила репарации за Первую мировую войну только в 2010 году. 127. Примерно 2/3 людей носят обувь неподходящего размера. 128. Исторический период Дикого Запада в США, которому посвящено множество произведений американской литературы и кинематографа, на самом деле длился всего 30 лет. 129. В Исландии запрещено называть детей новыми, ранее не использовавшимися именами. Новое имя предварительно должно быть одобрено Исландским комитетом по присвоению имен. Также не разрешается давать детям имена, которые могли бы их смущать. 130. Мы постоянно видим свой нос, но не обращаем на него внимания, поскольку мозг блокирует эту ненужную визуальную информацию. Мы видим нос только когда специально обращаем на него внимание. 131. Рональду Макдональду, клоуну-символу ресторанов Макдоналдс, было запрещено говорить детям, откуда берутся гамбургеры. В случае, если какой-то малыш задавал такой вопрос, клоун должен был ответить: «Вырастают на грядке рядышком с картошкой фри». 132.
Если всю историю Вселенной гипотетически сжать в один календарный год, то человечество появилось 31 декабря в 22 часа 30 минут. 133. Почему плач всегда сопровождается насморком? Потому что, когда мы плачем, слезы текут как наружу, так и внутрь, то есть вытекают и из глаз, и из носа. 134. Операция ЦРУ по вторжению на Кубу и свержению Фиделя Кастро называлась «Операция Кастрация». 135. Развитие мозга продолжается до 25 лет, а некоторые отделы достигают полной зрелости только к 40 годам, например, те, что отвечают за эмпатию, способность верно распознавать эмоции другого человека. 136. Миндалевидная железа в мозгу формирует чувство страха. Удалив ее, можно сделать человека абсолютно бесстрашным. Правда, без посторонней помощи долго он не проживет, так как станет не способен оценивать риски. 137. Каждый сингапурец, достигший 21 года, автоматически заносится в реестр доноров органов. 138. Бивни слонов становятся все меньше, так как браконьеры уничтожают слонов с большими бивнями, таким образом удаляя ген роста бивней из генофонда вида. 139. Наполеон был одержим Австралией. Он намеревался назвать часть этой страны «Земля Наполеона» и привез во Францию более 200 видов австралийских животных и растений. 140. Морской шелк, одна из самых редких тканей в мире, производится из выделений моллюсков, при помощи которых они прикрепляются к скалам или дну водоемов. Этот шелк более тонкий, легкий и гладкий, чем обычный. 141. Почтовый голубь летит не по указанному адресу, он летит домой. Для этого голубей с детства тренировали возвращаться из любого места в родное гнездо, ориентируясь, предположительно, по магнитному полю Земли. Поэтому возможности голубиной почты весьма ограничены. 142. Высокотехнологичные производители автомобилей очищают детали от пыли при помощи страусиных перьев. Нет никаких искусственных материалов, способных удалить пыль так тщательно. 143. Фразеологизм «заморить червячка» происходит от французского выражения «tuer le ver» – «убить червя», под которым имеется в виду выпить натощак напиток с градусом. В средние века люди верили, что таким способом можно убить кишечных паразитов. 144. Гориллы могут расценить прямой взгляд в глаза как угрозу и напасть, поэтому в некоторых зоопарках, где гориллы содержатся в открытых вольерах, посетителям выдают очки, имитирующие взгляд в сторону. 145. При жевании жвачки слюна становится более щелочной, что помогает от изжоги. 146. Верблюжье молоко не сворачивается, и его могут усваивать люди с непереносимостью лактозы. 147. По данным статистики, 10% бывших и действующих военнослужащих, обратившихся к врачу с жалобами на посттравматическое расстройство, выдумали свой стрессовый опыт. 148. Настоящее полное имя Леонардо да Винчи. Леонардо – сын господина Пьеро из Винчи. Фамилии ему, как незаконно рожденному ребенку, не полагалось. 149. Старейшее в мире международное спортивное соревнование – это регата Кубок Америки, основанная в 1851 году, за 45 лет до современных Олимпийских игр. 150. Закон Брандолини, он же принцип асимметрии чуши, гласит: количество энергии, необходимое для опровержения чуши, на порядок больше, чем для ее производства. 151. Дмитрий Иванович Менделеев считал самой сложной технической проблемой XX века утилизацию навоза, ведь его количество увеличивается с каждым днем, а поголовье лошадей будет и дальше прирастать прежними темпами. 152. Информацию легче запомнить, переписывая ее, а не перечитывая. Эта особенность в психологии называется эффект тестирования. 153.
Опрос 17 тысяч человек из 28 стран показал, что после вступления в брак количество домашних дел, выполняемых мужчиной, резко сокращается по сравнению с тем временем, когда он был просто бойфрендом. 154. Жирный вкус имеет собственное научное название – алеагустус. В чистом виде он очень неприятен, но смешиваясь с другими вкусами, придает общему вкусу блюда округлость и бархатистость. 155. Люди с психопатией не заражаются зевотой, так как психопатия предполагает отсутствие эмоциональной связи с другими людьми. 156. В японской культуре символ галочка означает «неверно», а «верно» — это круг. 157. Для насекомого размером с плодовую мушку плотность воздуха сравнима с плотностью воды для нас. 158. YouTube изначально был сервисом для знакомств, куда желающие найти пару могли выкладывать свои видеопрофили. 159. В Европе водится всего один вид обезьян – маготы, завезенные человеком более 1000 лет назад. 160. В 1990-х годах все учителя в Северной Корее были обязаны уметь играть на аккордеоне. 161. Пакистан занимает второе место по производству шотландских волынок после самой Шотландии. 162. В 2017 году 8-летний ребенок научился водить машину по роликам на YouTube, сел за руль и успешно добрался до Макдоналдса, соблюдая все правила дорожного движения. 163. После окончания шоу «Телепузики» владелице участка, на котором оно снималось, пришлось срыть холм, изображавший дом телепузиков, и затопить поле из-за слишком большого наплыва туристов. 164. Принимая горячую ванну в течение часа, вы избавляетесь от примерно 130 килокалорий, столько же, сколько потратили бы за получасовую прогулку. 165. Площадь всасывающей поверхности тонкого кишечника, в котором происходит процесс усвоения съеденной пищи, составляет около 250 квадратных метров. 166. Название валюты Ботсваны «пула» переводится как «пусть будет дождь». Это же слово используется в качестве приветствия и девиза государства. 167. Адам и Ева существовали также в ханаанской мифологии. Адам был богом, посланным на землю великими богами, чтобы спасти древо жизни от змея. 168. Наши кости на треть состоят из воды. 169. На ранних христианских иконах Иисус Христос, совершающий чудеса, изображался с волшебной палочкой. 170. Ницше еще при жизни понимал, что его философию все чаще ассоциируют с нацистскими идеями, и выступал резко против этого. Он подчеркивал свое польское, а не немецкое происхождение и ненавидел антисемитизм. 171. 28 января 1887 года в США была найдена снежинка размером с тарелку фрисби. 172. Птеродактиль – это не динозавр, а птерозавр. Птерозавры, или летающие ящеры, полностью вымерли, в отличие от динозавров, потомки которых сохранились до наших дней – это птицы. 173. Микоризные сети, состоящие из подземных грибниц и корней растений, позволяют растениям общаться друг с другом. Например, взрослое дерево может поделиться полезными веществами с молодой порослью. 174. Мария, мать Иисуса, в Коране упоминается чаще, чем в Библии. 175. Слово «телевидение» придумал русский ученый и инженер Константин Дмитриевич Перский. Впервые он употребил его, выступая с докладом «Телевидение как электрическое кино» в 1900 году. 176. На языке ацтеков золото и серебро называются «теокуйтлатл», что дословно переводится как «экскременты богов».
177. В парке Крюгер в Южной Африке водятся белые львы, не являющиеся альбиносами. Цвет шерсти обусловлен генетически. 178. В 1995 году бельгийский футболист Стан Ван ден Бюйс забил 3 автогола за один матч, установив рекорд. Команда противника одержала победу со счетом 3-2, не забив ни одного гола самостоятельно. 179. В чернила, которыми были напечатаны комиксы «Squadron Supreme» 1996 года издания, был добавлен прах Марка Грюнвальда, автора и продюсера Marvel. 180. Изолятор – устройство, предназначенное для подавления шума, позволяющее должным образом сосредоточиться на работе. Изобретение футуролога Хьюга Гернсбака не снискало популярности из-за громоздкости. 1925 год. 181. Первое появление Рональда Макдональда в рекламе «Макдоналдс» в 1963 году. В роли клоуна актер Уиллард Скотт. 182. Классик научной фантастики Герберт Уэллс номинировался на Нобелевскую премию по литературе 4 раза в 1921, 1932, 1935 и 1946 годах, но был отвергнут как слишком популярный. 183. После процесса удаления кофеина из кофейных зерен для изготовления кофе без кофеина производители продают кофеин фармацевтическим компаниям, а также фирмам, производящим газированные напитки. 184. Человек может отравиться водой. Угроза водной интоксикации возникает, когда человек испытывает тяжелую физическую нагрузку и при этом потребляет очень много воды. 185. Если вы перечесночили блюдо, добавьте немного петрушки, она ослабит вкус чеснока. 186. Гитара Red Special, звучащая почти во всех студийных хитах Queen, самодельная. Брайан Мэй изготовил ее вместе с отцом в начале 1960-х годов из каминной полки и деталей старого шкафа. 187. В Нью-Йорке спрашивать кандидата на вакансию, сколько ему платили на прошлых местах работы, запрещено законом. 188. Когда Фил Коллинз работал над саундтреком диснеевского «Тарзана», 1999 год, он исполнил все песни не только на английском, но и на французском, немецком, итальянском и испанском языках. 189. Ведущие разрушители легенд Джейми Хайнеман и Адам Сэвидж не были друзьями и не очень-то любили друг друга. Они не раз открыто об этом говорили. 190. Максимальная мощность лошади – 15 лошадиных сил, но активность лошади неравномерна. Если усреднить мощность работы лошади в течение всего дня, она составит как раз 1 лошадиную силу. 191. Первые прототипы американских беспилотников «Раптор» были снабжены специальным седлом для пилота, чтобы тот мог управлять полетом в случае неисправности ПО аппарата. 192. Большинство американских флагов в парках Диснея поддельные. На них меньше звезд и полос, чем положено. Это сделано для того, чтобы Дисней не нужно было опускать и поднимать флаги в ситуациях, когда этого требует кодекс флага США. 193. Первый звонок по мобильному телефону был сделан в 1973 году Мартином Купером, руководителем компании Motorola. Он позвонил конкурирующей компании Bell Labs, чтобы сообщить, что звонит с первого мобильного телефона. 194. В 1960-е годы участники группы The Beatles хотели снять собственную версию «Властелина колец» с Джоном Ленноном в роли Голлума и Полом Маккартни в роли Фродо. Но автор романа, Джон Рональд Руэлл Толкиен, не дал разрешения на это. 195. Потомки от смешанных браков чернокожих и индейцев называются самбо. 196. Название блюда «жаркое» имеет и множественную форму.
За обедом предлагали различные жаркие. 197. Козлы мочатся себе на голову, чтобы привлекать коз. 198. Минерал пирит из-за внешнего сходства с золотом во времена золотых лихорадок прозвали «золотом дураков». 199. В 2005 году в Лондоне девушка с лунатизмом во сне забралась на подъемный кран высотой почти 40 метров. 200. Бокс с кенгуру – популярный вид спорта на рубеже XIX и XX веков. К счастью, эта практика прекратилась из-за критики общественности по поводу жестокого обращения с животными. 201. С 1965 по 1988 годы в СССР провели более 100 ядерных взрывов для мирных целей, например, для создания подземных структур или обнаружения полезных ископаемых. 202. Мозг человека запрограммирован на поиск закономерностей и связей в случайных событиях. Это эволюционное преимущество, которое помогло нашему виду в выживании. 203. Андский кондор – самая тяжелая летающая птица в мире, его средний вес составляет 15 килограммов. Способен пролететь до 150 километров, ни разу не взмахнув крыльями, просто удерживаясь на восходящих потоках воздуха. 204. Старейший паб в мире расположен в Ирландии. Исторические записи свидетельствуют, что бар Шона построен примерно в 900 году. Сохранились записи о каждом из владельцев паба на протяжении более чем 1100 лет. 205. Люди знают о существовании других галактик всего около 100 лет. До этого считалось, что Млечный Путь – это и есть вся Вселенная. 206. Фредди Меркьюри провел последние месяцы жизни, записывая вокал к песням Queen, чтобы после его смерти группа все же смогла выпустить новый материал. 207. Дикие верблюды, живущие в районе ядерного полигона в пустыне Гоби, способны пить воду с более высоким содержанием соли, чем в морской воде. 208. Нью-йоркского таксиста Ахмеда Ибрагима прозвали таксистом Купидоном за то, что он за время своей работы собрал имена и телефоны более чем 2000 жителей города и организовал более 100 свиданий, 30 из которых привели к длительным романам. 209. Нил Армстронг оставил на Луне кусочек пропеллера и обшивки крыла первого в истории самолета братьев Райт. 210. Люди, родившиеся зрячими, но позже потерявшие зрение, способны, так сказать, видеть во сне, в отличие от тех, кто слеп с рождения. 211. Киану Ривз подумывал о том, чтобы взять псевдоним Чак Спадина, поскольку некоторые агенты по кастингу не приглашали его на пробы только потому, что экзотичное имя Киану трудно произносить. 212. Абракадабра, якобы магическое слово, впервые упоминается в конце II века в медицинском трактате «Сирена Самоника», где его предлагалось использовать для лечения сенной лихорадки. 213. В 1985 году в Эдинбургском университете была открыта кафедра парапсихологии. 214. Половина всех видов наземных и пресноводных животных и растений обитают только в одной какой-то стране и больше нигде в мире не встречаются. 215. Хори-альбиносы, фуро, были одомашнены 2000 лет назад и долгое время заменяли кошек, охотясь на грызунов. 216. Японцы называют тест на определение группы крови Кацуэки-гата и используют его данные при приеме на работу, выборе друзей и спутников жизни, а также при принятии других важных решений. 217. 56 часов без сна. 160 километров в открытом море. Это не сюжет фильма. Это реальный заплыв польского спортсмена Бартоша Кубковского. Он стал первым человеком, которому удалось переплыть Балтийское море без выхода из воды. Почти 2,5 суток он непрерывно находился в холодной воде, борясь с волнами, течением и усталостью.
За это время он проплыл около 160 километров, не спал 56 часов, ни разу не коснулся сопровождающей лодки, питание передавали прямо во время заплыва. Самое интересное, что это была уже 5-я попытка. В прошлом году он не доплыл всего 11 километров и был вынужден сойти с дистанции. Спустя год вернулся и все-таки сделал то, что до него не удавалось никому. 160 километров, 56 часов без сна, в открытом море. 218. Золотая табличка персидского царя Дария из Национального музея в Тегеране. Золотая плита Дария Великого, 550-486 до нашей эры. Во время раскопок дворца Ападана в Персиполе, Иран, были найдены 2 золотые и 2 серебряные плиты. Произошло это в 1933 году. Они были помещены в основание дворца Ападана, создав тем самым своеобразную капсулу времени. Текст провозглашает Дария великим царем царей и описывает границы его обширной империи на 3 древних языках – древнеперсидском, эламском и вавилонском, аккадском. Надпись гласила примерно следующее. «Дарий, великий царь, царь царей, царь стран, сын Виштаспы, Ахименид, говорит Дарий царь, это царство, которым я владею, от земли Саков, что по ту сторону Согдианы, до Куша, Эфиопии, и от Индии до Сард. Это мне даровал Ахура Мазда, величайший из богов. Да защитит меня Ахура Мазда и мой дом». В настоящее время таблички выставлены в Национальном музее Древнего Ирана в Тегеране. 219. Этот старинный дом во Франции стоит уже почти 800 лет, а его странная форма – результат средневекового налога. Представьте себе, один из самых древних каменных жилых домов Франции, построенный еще в конце XIII века, до сих пор не пустует. В нем живут люди, и все это благодаря необычной хитрости. В те времена налог на жилье брали только с квадратных метров первого этажа, а верхние можно было расширять совершенно бесплатно. Именно поэтому здание выглядит так удивительно. Нижняя часть скромная, а верхние этажи нависают над улицей, как большая шляпа. И вот уже почти 8 столетий, сменяя друг друга, люди продолжают жить в этом необычном доме. 220. В Южной Корее дождевая вода не пропадает зря. Вместо того, чтобы уходить в ливневые стоки и загрязняться, некоторые из самых передовых городов мира разработали систему, которая работает как гигантская губка под асфальтом. Под улицами размещены массивные резервуары, скрытые от глаз, которые собирают каждую каплю и используют ее стратегически, так что это полностью меняет городской микроклимат. Самое изобретательное в этом решении – повторное использование накопленной воды для естественного охлаждения города. В дни экстремальной жары система распыляет воду на дорожное покрытие, и при испарении она поглощает накопленное в бетоне тепло, снижая температуру воздуха. Кроме того, эти запасы применяются для полива парков и мытья улиц, без расхода ни 1 литра питьевой воды, что позволяет существенно экономить ресурсы. Это блестящий пример инженерной мысли. Система одновременно предотвращает наводнение, удерживая избыток дождевой воды, и помогает городам дышать свободнее, используя собственные природные ресурсы. 221. Песчаная кошка Фелис маргарита – одна из самых загадочных диких кошек в мире. Она идеально приспособлена к жизни в пустыне. Ее густая шерсть на лапах защищает от раскаленного песка, а большие уши помогают слышать добычу под землей. Эти кошки могут долго обходиться без воды, получая необходимую влагу из своей добычи, в основном мелких грызунов, птиц и рептилий. Они настолько хорошо скрываются в пустыне, что ученые долгое время почти не могли изучать их в естественной среде. 222. Зачем на самом деле создавались поля в тетрадях? В школе на полях мы делали пометки, рисовали во время скучных уроков, а порой и вовсе старательно выводили имена возлюбленных. Учителя же на полях, как правило, ставили оценки, а также писали замечания или, напротив, похвалу. Безусловно, для всего этого отдельное место по краям тетради подходит как нельзя лучше. Пометки выделяются на фоне основного текста, но при этом не мешают ему. Но кто бы мог подумать, что изначально поля в тетрадях создавались совсем для иных целей.
Более того, они создавались не для людей. В давние времена такие поля защищали записи от мышей и крыс, которые то и дело норовили погрызть тетрадь. Поскольку зачастую грызуны уничтожали тетради с краев, поля позволяли сохранить записи в целости и сохранности. Кроме того, они защищали их от общего износа тетради. А вот использовать поля для других целей придумали гораздо позднее. 223. Самая протяженная автомобильная трасса на планете – это Панамериканское шоссе. Его длина превышает 30 тысяч километров, и оно связывает два континента. Начинается в Прудхо-Бэй на Аляске и заканчивается в Ушуае на юге Аргентины. Основной сложностью на этом пути является Дарьенский разрыв. Густые джунгли между Панамой и Колумбией, где отсутствует дорога. Лишь дикая природа, грязевые тропинки и плотные леса. Пересечь этот участок на автомобиле практически невозможно, поэтому путешественники предпочитают мотоциклы, велосипеды или лодки. Панамериканское шоссе – это уникальный маршрут, который пролегает через пустыни, горные массивы, тропические леса и крупные города, демонстрируя богатство природы и разнообразие культур Америки. Для искателей приключений эта дорога – настоящая экспедиция всей жизни, наполненная испытаниями, красотой и незабываемыми впечатлениями. 224. Ледник Слоновья Нога на северо-востоке Гренландии – классический предгорный ледник. Выходя из узкой долины на прибрежную равнину, массив льда растекается в форме выраженного веера. Объект не связан с основным ледяным щитом Гренландии и относится к автономным периферийным ледникам. Они составляют всего 5-7% площади льда острова, но из-за чувствительности к потеплению обеспечивают около 20% вклада Гренландии в подъем уровня Мирового океана. Крупнейшим аналогом такой формы в мире считается ледник Маласпина на Аляске. 225. На берегах рек в перуанских джунглях обитают чичары – крупные тропические цикады. Основную часть своей жизни эти насекомые проводят под землей, питаясь соками корней деревьев. Лишь ненадолго они появляются на поверхности, чтобы оставить потомство, после чего их жизненный цикл завершается. Именно чичары создают тот характерный мощный звуковой фон, который многие ассоциируют с тропическим лесом. Их пение производится не крыльями, а специальными вибрирующими мембранами на брюшке. В жаркий день этот звук может быть настолько громким, что заглушает разговор. Иногда достаточно отправиться на реку, чтобы увидеть одного из самых известных музыкантов тропического леса. 226. Пес в одиночку вступил в бой с целой стаей койотов. Когда ночью к стаду овец подобралась стая койотов, двухлетний пес Каспер бросился защищать животных. Почти полчаса он сражался с хищниками, не позволив им добраться до овец. После схватки Каспер пропал, и хозяева уже потеряли надежду его найти. Но спустя 2 дня пес сам вернулся домой, тяжело раненый, но живой. После нескольких операций он выжил и стал настоящим героем своей фермы. 227. За красивой мордочкой скрывается история, которая разбила сотни сердец. Августа нашли щенком на конюшне. Он был настолько грязным, что никто сразу не понял, что перед ними редчайший пес-альбинос. Первые хозяева вернули щенка уже через неделю из-за его тяжелой болезни. Но потом его встретил Максим, который решил быть рядом, несмотря ни на что. Новый хозяин знал, что болезнь неизлечима. Август почти не видел, страдал от приступов тремора и всю жизнь принимал лекарства. Но это не помешало им стать настоящими друзьями. Они вместе гуляли по Москве, ходили в кафе, путешествовали, а на вопрос о породе хозяин с улыбкой отвечал: «Это лунный пес». Белоснежная шерсть, голубые глаза и необычная внешность сделали Августа звездой соцсетей и модных журналов. Его узнавали на улицах, просили сфотографироваться, но за красивыми кадрами скрывалась ежедневная борьба с тяжелой болезнью. С каждым годом ему становилось все хуже. Он почти ослеп, начал терять слух, ходил с трудом и постоянно испытывал боль. Когда лекарства перестали помогать, Максим принял самое тяжелое решение – отпустить друга.
До последней секунды он держал Августа за лапу, как когда-то обещал. История лунного пса настолько тронула людей, что группа Сироткин посвятила ему песню «Август» и сделала его лицом своего нового альбома. 228. Птица, которая спит в небе. Стрижи могут проводить годы в постоянном полете, не приземляясь на землю. Взрослые и крепкие молодые стрижи способны спать прямо в воздухе, поднимаясь на высоту от 2 до 3 тысяч метров. Когда наступает ночь, они взмывают высоко в небо и начинают кружить, плавно скользя по воздуху. Каждые 4-5 секунд они просыпаются, чтобы сделать несколько взмахов крыльями и продолжать свой полет. Это позволяет им оставаться в воздухе даже во время сна. Если ветер уносит их далеко от места, где они начали свой ночной путь, утром они быстро возвращаются на свои привычные маршруты. 229. Счастье после свадьбы. Как долго оно длится? Существует распространенное мнение, что брак делает людей более счастливыми. Однако исследования показывают, что все не так просто. Ученые заметили, что после свадьбы уровень удовлетворенности жизнью действительно возрастает, но этот эффект недолговечен. Спустя какое-то время многие люди возвращаются к тому же уровню счастья, который был у них до вступления в брак. Это может быть связано с тем, что повседневные заботы и рутина постепенно затмевают первоначальный восторг. Возможно, стоит подумать о том, что счастье – это не только статус, а то, как мы относимся к жизни в целом. 230. Кошки продлевают нам жизнь, и это факт. Знаете ли вы, что кошачье мурчание может способствовать заживлению ран? Ученые до сих пор не выяснили, как именно образуется этот звук, но мы все знаем, кошки мурчат, и это помогает людям восстанавливать силы. Мурчание происходит в диапазоне от 25 до 150 Гц. Именно в этом частотном диапазоне лучше всего восстанавливаются мышцы и кости. Исследования показывают, что эти вибрации могут помочь не только кошкам, но и людям. Так что если у вас есть мурчащий питомец, он может помочь вам быстрее восстановиться после травм или даже облегчить одышку. Также исследования показывают, что владельцы кошек испытывают меньше стресса. На втором месте по уровню стресса находятся владельцы собак, а больше всего подвержены стрессу те, у кого нет домашних животных. Кошки помогают нам расслабиться и чувствовать себя комфортнее. Но стоит помнить, эти исследования больше говорят о том, как живут владельцы кошек, чем о каких-то мистических способностях самих животных. Но кто знает, возможно, кошечки – наши главные помощники. 231. Слоненок ожил после 10 минут непрямого массажа сердца. Бывший спасатель Манас Ревати спас слоненка, которого сбил мотоцикл. Мужчина делал малышу непрямой массаж сердца. Около 10 минут Мана проводил реанимационные действия, пока слоненок не ожил. Спасать жизни долгое время было моей работой, поэтому я среагировал почти инстинктивно, рассказал Мана. Раньше я делал этот массаж десятки раз, но мне так и не удалось оживить ни одного человека. Я был счастлив, когда смог вернуть жизнь слоненку, тем более я слышал, как его мама, находясь неподалеку в лесу, зовет и ищет его. 232. Пончики помогли найти работу. Пока все рассылали обычные резюме, литовский маркетолог Лукас Ила решил выделиться. Он переоделся курьером, купил коробки с пончиками и лично доставлял их в офисы компании мечты. Внутри каждого набора лежало его резюме с фразой: «Большинство резюме оказываются в мусорке. Мое у вас в желудке». Необычная идея сработала, и Лукас получил 10 приглашений на собеседование, а вскоре о нем написали крупнейшие мировые СМИ. Иногда одна нестандартная идея оказывается ценнее сотни обычных откликов. 233. Редкая птица из Красной книги выбрала для жизни Московский парк. В Терлецком лесопарке произошло настоящее природное событие. Впервые здесь обнаружили гнездо красношейной поганки, редкой птицы, занесенной в Красную книгу России. Чтобы будущие птенцы появились на свет в безопасности, часть пруда огородили, установили информационные щиты, а за гнездом теперь наблюдают орнитологи. Эта птица очень пуглива.
Громкие звуки или слишком близкое внимание людей могут заставить ее бросить кладку. Поэтому сейчас посетителей просят соблюдать тишину, не сходить с тропинок и дать редким пернатым спокойно вырастить потомство. 234. Московский кот вышел погулять и застрял на высоте 4-го этажа на 2 суток. Обычная прогулка через окно обернулась для Пушистого настоящим испытанием. Кот забрался на дерево у дома на улице маршала Федоренко, но спуститься обратно уже не смог. 2 дня он просидел на уровне 4-го этажа, пока на помощь не приехали спасатели Спасрезерва. И как нельзя вовремя. Ветка под хвостатым треснула, но специалисты успели поймать испуганного беглеца. Теперь его приключение закончилось счастливым возвращением домой. 235. Работа мечты существует. Женщина уже год водит автобус. Для собак. Шерон Телфорд из Лидса каждое утро забирает питомцев прямо из дома и отвозит их в парк на прогулку. В автобус помещаются до 15 четвероногих пассажиров. У каждого свое место, миска с водой, а за самыми активными следят сотрудники. По словам Шерон, собаки уже выучили маршрут и начинают радостно лаять, когда автобус подъезжает к любимому парку. 236. В Хабаровском крае спасли 2 взрослых белух и 3 малышей, которые застряли на мелководье. Студенты первыми заметили бедственное положение морских млекопитающих. Они быстро отогнали собак, вызвали помощь и начали поливать белух водой, чтобы не дать им перегреться. На место прибыли работники рыбодобывающего предприятия «Чуттан», сотрудники местной администрации, прокуратуры и просто неравнодушные люди. 3 малышей удалось быстро вернуть в глубокую воду. А вот со взрослыми белухами пришлось повозиться. Для их спасения использовали специальную технику. Спасательная операция длилась около 2 часов, но в итоге все белухи были успешно возвращены в безопасные воды. 237. В московском зоопарке произошло радостное событие. В центре воспроизводства редких видов родились 2 птенца полярной совы. Это первое потомство у пары, которое живет в центре. Птенцов уже можно увидеть во время прогулок и экскурсий. У полярных сов забота о детенышах – общая задача для обоих родителей. Инкубация яиц занимает 32-34 дня. 238. Пес вернулся домой спустя 5 лет. Нашли путешественника за 1000 километров от дома. Чонг удрал из дома в штате Небраска в 2021 году, и его хозяева надеялись, что их любимец был где-то на территории города. Но оказалось все куда масштабнее. Этим летом появились новости. Приют в Индиане выложил пост о том, что собаку нашли на стоянке для грузовиков. На этот пост наткнулся друг владельцев Чонга. Семья тут же отправилась в Индиану, чтобы забрать загулявшего хвостатого и вернуть его наконец-то домой. 239. Он проехал 5750 километров, чтобы нарисовать для мамы цветок. Французский путешественник Фредерик де Ланнувель за 37 дней проехал на велосипеде 5750 километров, чтобы с помощью GPS нарисовать на карте Франции гигантский цветок. Акцию «Цветок надежды» он посвятил своей маме, которая страдает болезнью Альцгеймера. По пути Фредерик посещал больницы и дома престарелых, поддерживал пациентов и их семьи. Его необычное путешествие вошло в Книгу рекордов Гиннесса, а также помогло собрать более 11 тысяч евро на исследование болезни Альцгеймера. 240. Самый маленький театр в мире, где спектакли идут уже больше 200 лет. В небольшой итальянской деревне Монте-Кастелло-ди-Вибио находится театр Делла Конкордия, самый маленький действующий исторический каменный театр в мире. Театр построили в 1808 году не по приказу знати, а на деньги местных жителей, которые хотели создать собственное культурное пространство. Несмотря на миниатюрные размеры, здесь есть все, что положено настоящему итальянскому театру. Сцена, балконы, классический зрительный зал и удивительная акустика. Уже более 2 веков в этом крошечном здании продолжают ставить спектакли, оперы и проводить концерты. 241.
В Москве спасли 6 щенков, которые всю ночь просидели в запертой машине на жаре. Жители ЖК «Мещерский лес» услышали жалобный скулеж из припаркованной машины и обнаружили в багажнике 6 клеток со щенками. По словам очевидцев, животные могли провести в закрытом автомобиле всю ночь, без еды и воды. Одного истощенного 2-месячного щенка местные жители выкупили у хозяйки за 35 тысяч рублей, отвезли в ветклинику и взяли под свою опеку. Судьба остальных собак вызывает тревогу, а жители уже обратились с заявлением в полицию. 242. Пакуем вещи. В Нидерландах есть рай для интровертов – Лоосдрехтские озера. Это уникальная локация, где люди живут на тонких продолговатых островках, окруженных водой. Они появились в результате многовековой добычи торфа. 243. Почему Москву называют Третьим Римом? Москва считается Третьим Римом благодаря своей роли оплота православия после падения Римской империи в 455 году и Византии в 1453 году. Православная церковь нашла новый дом на Руси, и с тех пор Москва стала не просто центром веры, но и символом духовной преемственности. Фраза «Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать» отражает эту идею. Она принадлежит Филофею Псковскому и подчеркивает, что Москва взяла на себя миссию сохранить православие. Важным шагом стало объединение династии Рюриковичей и палеологов в 1472 году, когда князь Иван III женился на византийской принцессе Софье. В XV веке идея о Москве как Третьем Риме стала основой политической линии страны. Русь считалась непобедимой, а ее правящая элита верила в великое будущее. Иван Грозный укрепил этот статус, а православная церковь была возведена в ранг патриаршества, сопоставимого с Византией. В 1515 году в Москве завершилась модернизация Кремля под руководством итальянских архитекторов, что еще раз подтвердило связь с византийскими традициями. Москва стала не только центром власти, но и символом защиты православия. 244. Глухого щенка питбуля искусали пчелы, бросили хозяева, но он отказался сдаваться. Стингер – щенок питбуля, родившийся с глухотой. Его жизнь могла бы сложиться по-другому, если бы не ужасный случай. Он уснул на земле рядом с ульем и стал жертвой тысячи пчел, которые напали на него. Укусы были настолько болезненными, что Стингер едва перенес последствия. К тому же у него оказалась аллергия на пчелиный яд. К сожалению, его тогдашние хозяева не захотели заботиться о нем в такой сложный момент. Они просто отвезли Стингера в ветеринарную клинику и бросили его у входа, даже не оглянувшись. На помощь щенку пришла Кэрри Шипало, основательница организации, помогающей животным в беде. После обследования выяснилось, что у Стингера не только укусы пчел. Он также страдает от чесотки и сильного истощения. Но самым страшным диагнозом стало аутоиммунное заболевание – пузырчатка, которая трудно поддается лечению. Кэрри отмечает, что, несмотря на все испытания, Стингер – удивительная собака. Он умный, преданный и полон любви. Несмотря на свои проблемы, щенок остается жизнерадостным и добрым. Сейчас Стингер находится под опекой Кэрри и проходит курс лечения. Как только он выздоровеет, Кэрри заберет его к себе, чтобы щенок наконец обрел любящую семью и дом, которого так заслуживает. 245. Этот почтальон фотографируется с каждой собакой и кошкой, которых встречает. Прежде чем погладить собаку, Анджело Антунес из Сан-Паулу всегда завоевывает ее доверие. Спокойно здоровается, дает понюхать руку и лишь потом подходит ближе. Кроме того, он регулярно спасает бездомных животных, отвозит их к ветеринарам и помогает находить новых хозяев. Для многих жителей района он давно стал не просто почтальоном, а настоящим другом всех четвероногих. 246. 20-летний программист объявил себя президентом собственного государства. В 2019 году британский разработчик игр Дэниел Джексон создал необычный проект – самопровозглашенную свободную республику Вердис. Для страны он выбрал небольшой спорный участок земли на границе Сербии и Хорватии площадью примерно с Ватикан.
Хотя ни одно государство мира не признало Вердис, проект быстро стал вирусным, особенно среди поколения Z. Когда в 2023 году Джексон и его сторонники попытались поселиться на этой территории, их задержали хорватские власти, а сам основатель получил пожизненный запрет на въезд в страну. Несмотря на это, правительство продолжает работать онлайн. Уже выданы сотни паспортов и тысячи электронных резидентств, а авторы проекта мечтают создать цифровое государство с собственной экономикой. Пока Вердис остается скорее интернет-феноменом, чем настоящей страной. Но интерес к нему продолжает расти. 247. Маменькин сынок. Джин Симмонс, один из основателей группы KISS, всегда был категорически против крепких напитков и запрещенных веществ, из-за своей матери, пережившей Холокост. Она выжила в концентрационном лагере, где погибло множество ее родственников. «Я ее единственный ребенок», — рассказывал музыкант. «Я знал, что не имею права причинять ей боль. Жизнь и так уже с ней жестоко обошлась». Симмонс вспоминал трогательный и отрезвляющий момент, который произошел во время его первого большого интервью с Rolling Stone. Интервью неожиданно прервала его мать. «Когда я встретился с журналистом Rolling Stone, я постарался создать вокруг себя ореол загадочного демона. На мне были все мои серебряные украшения в виде пауков, кожаные штаны, я начесал волосы до предела, обул 7-дюймовые платформы с изображением долларовых знаков и накрасил ногти черным лаком. Словом, был уверен, что выгляжу как настоящий рок-н-ролльщик. Вдруг раздался звонок в дверь. Я открыл. На пороге стояла моя мама с едой, которой хватило бы накормить целый мир. Свежие супы, отбивные, блины, варенье, пироги. Она настояла, чтобы мы с журналистом, она называла нас голодными мальчиками, немедленно сели есть. Все время называла меня по-еврейски Хаим и говорила, какой я хороший мальчик, так что этот страшный демон оказался просто маминым сынком. 248. Собака дышит в такт с вами, когда вы грустите. Вы сидите на диване после тяжелого дня, плачете или просто сидите в тишине, подавленные. Собака подходит, кладет морду на колени, лежит тихо. И если прислушаться, она дышит в точности с вашим ритмом. Вдох-выдох, синхронно. Это не случайность, это осознанное действие. Исследование Венгерского университета показало, собаки синхронизируют дыхание с хозяином в моменты стресса или грусти. Когда человек спокоен, собака дышит в своем ритме. Когда человек расстроен, она подстраивается. Это называется физиологическая эмпатия. Способность не просто понимать чужие эмоции, но физически отражать их в своем теле. У людей это работает между матерью и младенцем, между близкими партнерами. У собак – между собакой и человеком. Почему они это делают? Синхронизация дыхания создает ощущение связи, успокаивает, снижает уровень кортизола, гормона стресса. Когда два существа дышат в унисон, их нервные системы начинают работать согласованно. Это древний механизм социального успокоения. Матери всех млекопитающих интуитивно синхронизируют дыхание с детенышами, чтобы успокоить. Собаки применяют это к людям. Они воспринимают нас как членов стаи и используют те же механизмы утешения, что работают между собаками. Ученые наблюдали. Когда человек плачет, собака не просто приближается. Она принимает определенную позу, голова на уровне груди человека или на коленях, тело расслаблено, дыхание замедленное и глубокое. Это поза активного успокоения. Интересно, что собаки делают это только с людьми, к которым привязаны. С чужими они не синхронизируются. Это требует эмоциональной связи и понимания состояния конкретного человека. Более того, частота синхронизации зависит от глубины связи. Чем дольше собака живет с человеком, чем сильнее привязанность, тем точнее она подстраивает дыхание. Некоторые собаки синхронизируются на 95% времени контакта. Это не дрессировка, это не команда, это что-то более глубокое. Собака видит, что вам плохо, и делает единственное, что может – дышит с вами, присутствует, разделяет момент. В следующий раз, когда вам плохо и собака подходит, положите руку ей на грудь.
Почувствуйте ее дыхание. Обратите внимание, оно совпадает с вашим. Вдох, выдох, вместе. Она не может сказать «все будет хорошо», не может обнять как человек, но она может дышать с вами в едином ритме, пока буря не утихнет. Это ее способ сказать «я здесь, ты не один, мы переживем это вместе». Дыхание за дыханием. 249. Фотография, которая не должна была проявиться. Океан похож на гигантскую молчаливую могилу. То, что уходит на дно, остается там навсегда, поглощенное давлением и солью. Но история одной странной находки с места крушения «Титаника» заставляет крепко задуматься о том, как вода умеет хранить память. Это не история о призраках в мистическом смысле. Это история о призраках, рожденных чистой, безжалостной химией. В 1980-х годах, во время первых экспедиций к обломкам «Титаника», исследователи поднимали со дна личные вещи пассажиров. Кожаные саквояжи, часы, монеты – все они пролежали под давлением в сотни атмосфер больше 70 лет. В одном из кожаных портмоне, принадлежавшем пассажиру третьего класса, реставраторы нашли нечто пугающее. Это была небольшая металлическая пластина, похожая на крышку от портсигара или внутреннюю часть кошелька. Когда ее очистили от ила в лаборатории, на тусклом металле проступило лицо, идеально четкий контур мужского профиля, словно выжженный прямо на поверхности. Ученые были в шоке. Это не была гравировка. Это не была фотография в привычном смысле. Бумага и эмульсия давно бы растворились в морской воде. Профиль выглядел так, будто кто-то перенес изображение на металл сверхъестественным образом. Журналисты сразу раструбили о призраке «Титаника». Застывшим на куске стали в момент катастрофы. Люди, читавшие эти статьи, были готовы поверить в мистику, пока за дело не взялись химики-реставраторы. Оказалось, что разгадка кроется в очень редком и сложном процессе химического травления. Рядом с этой металлической пластиной в плотно закрытом кожаном кошельке лежала обычная фотография тинтайп или ферротип. Дешевое фото того времени, где эмульсия наносилась на тонкий лист железа. Во время погружения на глубину ледяная вода под колоссальным давлением медленно просочилась в портмоне. Морская соль вступила в реакцию с серебром из фотоэмульсии. В этой замкнутой, лишенной кислорода среде начался медленный процесс электролиза. Металл соседней пластины сработал как анод. Ионы серебра с оригинальной фотографии, растворяясь в соленой воде, годами мигрировали и оседали на чистом куске металла молекулы за молекулой. Они буквально перенесли изображение с одного носителя на другой. Тьма, давление и соль сработали как самый медленный и безжалостный фотоувеличитель в мире, печатая портрет погибшего человека на протяжении 7 десятилетий. Эта история пробирает до костей. Человек утонул в холодной бездне, его тело давно рассыпалось в прах. Оригинальная фотография полностью сгнила. Но физика и химия океана объединились, чтобы создать новый отпечаток его лица в полной темноте на глубине 4 километров. Этот призрак не мистика. Это холодное, механическое доказательство того, что иногда даже океан отказывается стирать чужую память без следа. 250. Глухие дети, создавшие язык с нуля. Понимание происхождения языка долгое время сводилось к простому копированию слов от родителей. Младенец слушает взрослых, неуклюже повторяет звуки, и общество постепенно загружает в его голову готовый лингвистический код. Ученые искренне верили в социальную природу речи, пока не случилась история из Никарагуа в 1980-х годах. Этот случай заставил лингвистов всего мира с открытыми ртами наблюдать за рождением абсолютно нового языка в режиме реального времени. Власти Никарагуа решили впервые открыть специальную школу для глухонемых детей со всей страны. До этого момента эти дети росли в полной изоляции, сидя по домам и общаясь с родственниками с помощью примитивных домашних жестов. Около 400 подростков оказались в одном здании. Учителя пытались преподавать им испанский язык через чтение по губам и дактильную азбуку, терпя при этом сокрушительное фиаско. Настоящая магия происходила за пределами классов на школьном дворе. Дети, лишенные общего языка, начали отчаянно пытаться понять друг друга.
Они взяли свои примитивные домашние жесты и начали их комбинировать. Младшие ученики, пришедшие в школу позже, подхватили эту сырую базу и пропустили ее через свой пластичный мозг. За несколько лет толпа детей стихийно создала никарагуанский жестовый язык. Лингвисты, приехавшие изучать этот феномен, были шокированы. Дети не просто придумали набор знаков для обозначения предметов. Они самостоятельно разработали сложнейшую грамматику, синтаксис, правила пространственного согласования и глагольные формы. Взрослые учителя вообще ничего из этого не понимали. Впервые в задокументированной истории человечества дети сами изобрели полноценный язык без малейшего участия взрослых. Эта история заставляет глубоко задуматься о природе человеческого разума. Мы рождаемся не с пустым жестким диском, куда общество устанавливает языковые программы. В нашу нейронную архитектуру изначально вшит мощный инстинкт структурирования информации. Мозг ребенка отчаянно жаждет упорядоченного общения, и если готового языка нет, он синтезирует его сам. Эти никарагуанские подростки подтвердили теорию Ноама Хомского о врожденной универсальной грамматике. Язык живет внутри нас на уровне биологической потребности, прорываясь наружу даже в условиях абсолютной информационной изоляции. Эта история демонстрирует удивительную мощь человеческой психики, способной творить сложнейшие интеллектуальные системы из хаоса просто ради возможности быть услышанным. На этом я бы хотел закончить это видео с 250 интересными фактами, которые вы узнаете впервые. Ну и уже по традиции. Для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. Перед нами криминальный авторитет из мира приматов, который выглядит, будто всю жизнь провел в районах американских гетто. Это существо полностью избавлено от милого обаяния шимпанзе или флегматичного спокойствия горилл. Бабуин – это ходячий комок наглости, вооруженный клыками, размером плюс-минус с леопардовые и характером портового грузчика, которому третий месяц задерживают зарплату. Когда банда этих мартышек вваливается на территорию какого-нибудь африканского отеля, персонал и туристы мгновенно вспоминают правила этикета и вежливо уступают им шезлонги, сумки со смартфонами и ключи от автомобилей. Внешний вид этого зверя буквально кричит о его готовности вступить в конфликт с любым объектом во Вселенной. Лицо бабуина, больше похожее на собачье, украшено взглядом, в котором читается суровый приговор всему человечеству. Особого упоминания заслуживает его задняя часть тела, перекрашенная в ярко-пурпурный цвет. Это не элемент декора и не ошибка природы. Это его личный элемент превосходства, который он гордо демонстрирует окружающим, как бы намекая на свой статус непререкаемого лидера. Его мускулатура развита настолько, что примат может без особого труда вскрыть железную банку с консервами пальцами или оторвать боковое зеркало у внедорожника. Звуковое сопровождение жизни группировки бабуинов способно лишить сна даже глухого обитателя саванны. Бабуины не умеют общаться шепотом. И в диалоге это смесь хриплого лая, утробного рыка и пронзительного визга, от которого у местных птиц осыпаются перья. Если один член банды нашел пакет с чипсами, об этом сразу узнают 3 соседних района. Ссоры внутри коллектива вспыхивают из-за любого косого взгляда и решаются исключительно с помощью демонстрации зубов и яростных ударов лапами по земле. Наблюдать за их семейными разборками – это все равно, что вживую присутствовать на собрании по вопросам водоснабжения вашего домового чата. Взаимоотношения бабуина с другими хищниками саванны – это чистые тюремные взаимоотношения по понятиям. Даже львы предпочитают лишний раз не связываться со стадом этих полоумных приматов, когда те собираются в плотную стену. Бабуин не знает слова «страх». Если леопард неосторожно подойдет слишком близко к их детенышам, вожак стаи не станет убегать на дерево. Он соберет бригаду из 5 крепких самцов, и они популярно объяснят большой кошке, почему она глубоко не права, используя в качестве аргументов тяжелые камни, толстые ветки и свои внушительные челюсти. В итоге хищник позорно ретируется, зализывая раны и проклинает тот день, когда решил поохотиться на приматов. Особое искусство этих созданий проявляется в общении с туристами.
Бабуины давно поняли, что человек – это слабое, пугливое существо, у которого в рюкзаке всегда спрятано много вкусного. Они действуют по четко отработанной схеме. Пока один мелкий примат отвлекает вас своими забавными прыжками на капоте, два крупных самца аккуратно обходят машину с тыла, проникают через открытое окно и профессионально экспроприируют ваш обед вместе с паспортом и фотоаппаратом. Пытаться вернуть свои вещи силой – идея абсолютно провальная. Бабуин просто покажет вам свои клыки, и вы добровольно отдадите ему еще и кошелек, лишь бы этот кошмар поскорее закончился. Жизненная стратегия этого вида строится на абсолютной сплоченности и железной дисциплине внутри своей банды. Они выживают там, где другие гибнут, исключительно благодаря своей наглости, хитрости и полному отсутствию моральных принципов. Вы смотрите на этого вожака, который сидит на вершине термитника и сурово осматривает свои владения, и понимаете, что перед вами настоящий хозяин этих мест, с которым лучше никогда не пересекаться. Даже взглядом. Вот такими у нас получились 250 интересных фактов, которые вы узнаете впервые. На экране несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте большой палец вверх, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал, материально зрителей в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал «Книги, истории, факты», поставить большой палец вверх, нажать на колокольчик и выбрать «Все уведомления». Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии, большой палец вверх и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.